Привет! Меня зовут Сергей, и сегодня я буду говорить очень и очень медленно. Я расскажу вам о том, кем я хотел стать, когда был маленьким, кем я работал раньше и кем я работаю сейчас, а также кем я хочу стать в будущем. Ну что, вы готовы? Поехали! Когда я был маленький, я хотел иметь свой ресторан. Я хотел, чтобы ресторан назывался «Передых». Идея была в том, чтобы люди могли приходить в мой ресторан и отдыхать там. Также я хотел, чтобы мой папа работал в этом ресторане официантом, а я сидел за столиком, и он приносил бы мне еду и напитки. Также, когда я был маленьким, я очень любил смотреть на карты. Поэтому я хотел стать путешественником и первооткрывателем, как Христофор Колумб, и открывать новые страны и места. Также мне очень нравилось читать энциклопедии о насекомых и животных. Поэтому я попросил у моих родителей на мой 4-й день рождения микроскоп. И они мне его подарили. Я хотел стать ученым и изучать насекомых. Когда мне было 8 лет, я лежал в больнице долгое время. И это было непростое время для меня. И мой папа принес в больницу телевизор с кассетником. Также он принес фильмы об Индиане Джонсе. Эти фильмы произвели на меня большое впечатление. Поэтому после этого я хотел стать археологом. Однако, когда я вырос и узнал, что на самом деле делают археологи, я был разочарован. Когда я был подростком, я любил слушать музыку и играть на барабанах с друзьями. Поэтому я думал стать музыкантом. Кроме того, мне очень нравилось кино и театр. Я обожал смотреть разные фильмы. И когда я был в летнем лагере, мы устраивали разные театральные сценки. Это было очень круто. Поэтому я также думал о том, чтобы стать актером или режиссером. Но все говорили, что эти профессии приносят очень мало денег, поэтому я не решился пойти изучать их. Также у меня был план «Б». Если бы я не смог найти себя в жизни, я бы стал моряком, потому что мне очень нравится вода, и я очень люблю плавать. Поэтому думать о том, что я буду ходить на корабле по морю, было очень классно. Но я точно помню, что в то время я не хотел стать бизнесменом или юристом. Они мне казались очень скучными профессиями и только ради денег. Но кем же я работал в моей жизни? Давайте посмотрим. Когда мне было примерно 13 лет, я работал промоутером. Это значит, что я стоял на улице и раздавал людям листовки. Но это была не настоящая работа, а только подработка, только пару дней. Также были другие подработки, о которых сейчас я уже не помню. Когда мне было 18 лет, я работал 1 месяц продажником. Я звонил людям и
просил их купить бизнес-курсы. Это была очень трудная работа, но это был полезный опыт. Также, когда мне было 19 лет, я с моими друзьями организовал агентство праздников. Мы организовывали вечеринки, дни рождения, а также квесты. Мы были первые в нашем городе, кто организовал Escape Room. Но, к сожалению, у нас не было инвестиций, поэтому мы закрыли наш бизнес. И после этого я работал в компании моего отца. Я обслуживал кофейные автоматы. Это была нетрудная работа, и в моей машине всегда пахло кофе. И после университета я работал 1 месяц менеджером проектов в IT-компании. Но в то время я путешествовал по Китаю автостопом, и у меня были проблемы с интернетом. Поэтому через 1 месяц меня уволили. И когда я приехал во Вьетнам, у меня закончились деньги. Поэтому я начал работать учителем английского языка. Это был мой первый опыт работы учителем. Это было интересно, но я очень уставал, потому что в моих классах было очень много детей. Я работал учителем английского 5 лет. Кроме того, я всегда любил готовить и поэтому хотел стать поваром. Я ездил на Майорку, в Испанию, в Академию веганских поваров и учился там 3 недели. И когда я вернулся во Вьетнам, я попытался открыть блинный бизнес. Я делал русские блины. Я даже участвовал в нескольких фестивалях. Это было очень весело, но это очень тяжелая работа, а денег можно заработать немного. Поэтому я передумал быть поваром. В 2016 году я начал преподавать русский онлайн. И к 2020 году у меня уже было много студентов. Однако, когда началась пандемия, школа, где я преподавал английский, закрылась на 3 месяца. Поэтому я решил начать мой подкаст. А через полгода я начал мой YouTube-канал. И теперь я работаю создателем контента, а также учителем русского языка. И, конечно, у меня есть идеи, кем я хочу работать в будущем. Хотите послушать? Тогда ставьте лайк и продолжим. 1 год назад я начал создавать мой первый онлайн-курс. Возможно, вы уже видели его. Если нет, то вы можете посмотреть его вот здесь. Так вот, мне хочется создавать крутые курсы для освоения русского языка пошагово, шаг, через истории. Кроме того, я хочу стать дизайнером настольных игр, потому что я очень люблю играть в эти игры, и у меня есть очень много интересных идей. Также я хочу воплотить мою детскую мечту и открыть свое кафе. Но я не буду там работать поваром, и, возможно, это кафе будет с настольными играми. Еще я хочу начать 2-й подкаст на русском о веганстве и здоровье, потому что эти темы очень важны для меня. И, конечно, мне бы хотелось воплотить мою другую детскую мечту и стать путешественником. И если у меня будет много денег, то я хотел бы стать филантропом и жертвовать деньги на образование для детей и на помощь животным. Ну вот и все, друзья. Спасибо, что смотрели мое видео. Если оно вам понравилось, то пишите в комментариях.
И также скажите мне, кем вы хотели стать, когда были маленькими, кем вы сейчас работаете и кем вы хотите работать в будущем. Также хочу сказать всем моим патронам большое спасибо за то, что вы помогаете делать мне эту работу и поддерживаете меня. Также спасибо Лиз и Джоэлу, они мои самые классные патроны. И если вы хотите поддержать мой проект, вы можете купить мне кофе на сайте Ko-fi. И сейчас я собираю там деньги на новый штатив и на вторую камеру. Если вы поможете мне немножко, я буду очень благодарен. Спасибо, друзья. До скорого и пока-пока.